Всем привет, с вами Демиллион. Сегодня я буду строить разводной мост. Для начала ставим блоки меда или блоки слизи. На пятом блоке начинаем строить сам каркас. Стройте модуль из 4 блоков меда или слизи. Сколько вам угодно. Главное, чтобы эти модули делились на 2. Я буду строить мост из 6 модулей. Мост имеет 2 части, который состоит из начального модуля. Вот этот начальный модуль, промежуточных модулей, их может быть несколько, не обязательно один, и самый последний. Для начала приступаем к строительству начального модуля, он должен выглядеть вот так. Ну и промежуточный. Теперь делаем последний модуль, просто добавляем блок слизи. Вот и все. Теперь начинаем ставить наблюдатели совместно с поршнями. Они ставятся на промежуточных модулях и на последних модулях. На последних модулях ставится намного больше поршней и наблюдателей. Вот я поставил, добавляем еще блоки слизи, вот наблюдатель и ставим еще один поршень. Подвижная часть моста полностью готова. Теперь на последнем модуле под последним поршнем поставьте блок обсидиана. Далее начинайте ставить наблюдатели следующим образом. Проложите ориентировочно провод из наблюдателей, неважно какая длина, потом обрежете. И теперь начинаете от этого поршня считать до начального поршня с нуля. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 8 по счету. Значит, сейчас ставим 8 блоков. Вот. 8 блоков поставил и на 9 ставим блок обсидиана. Все. Готово. Теперь ломаем лишнее. Теперь, если поставим сюда любой блок, то мост задвинется. Теперь уже под этим поршнем должен быть обсидиан. Теперь ставим здесь обсидиан под поршнем. И также под ним ставим наблюдатель. Вот и все. Под этим ставить обсидиан не нужно, потому что он смотрит в другую сторону. Здесь ставим линию из наблюдателей, также вот этот провод. А сверху ставим раздатчик или выбрасыватель. Я поставил выбрасыватель, разницы не будет. Ну вот и все. Теперь начинаем мостить. 2 блока здесь ставить не надо, иначе он не будет задвигаться. Ну вот и все. Тестируем. Вот как видите, он раздвигается. И как видите, он вполне себе хорошо задвигается. Вот и все. Одна часть готова. Теперь начинаем точно так же делать вторую часть моста. Вторая часть моста тоже готова. Теперь начинаем соединять редстоуном от наблюдателя до другого наблюдателя. Когда будете это все делать, обязательно заблокируйте подвижные части обсидианом, иначе у вас мост может поехать и сломаться. Ну вот и все. Теперь ставим редстоун и проверяем. Активирую его. И точно так же мост должен разводиться. Вот я нажал на рычаг, и он развелся. Теперь начинайте строить платформу. Вы можете не делать платформу, но я решил ее сделать. Сейчас я вам покажу, как сделать другой способ управления мостом при помощи кнопок с 2 разных берегов. Для этого поставьте под кнопкой липкий поршень, а на него поставьте блок красного камня. Это нужно для того, чтобы можно было опустить сигнал. Вот, сигнал опускается вниз, то что надо. Также проделайте с другой части моста.
Теперь проложите редстоун. Сейчас я начинаю строить генератор короткого импульса. Импульс должен подаваться короткий, иначе мост может сломаться. Теперь соедините два механизма между собой, чтобы можно управлять как с одного берега мостом, так и с другого берега мостом. Вы также можете сделать этот мост любой толщины, но учтите, что модуль из блоков меда вы можете поставить с модулем из блоков слизи. На этом у меня все. Всем пока. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки.